Приветствуем вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. Отвечаю вам, как посадить хризантему, которую купили в горшках. Вот, смотрите, у меня в горшке вот такая замечательная хризантема. Росла она в прикопе, вот, видно. То есть горшок высаживался, рассада высаживалась, череночек в горшок и прикапывался горшочек. Что делать сейчас? Я хочу ее развести и, естественно, посадить на зиму. В первую очередь я обрезаю. Обязательно нужно обрезать. Где-то сантиметров 5-7 оставляем. Вот здесь маленький. Видите, уже присохло. Но дело в том, что сейчас знак близнецы. И я не поливала, когда купила. Ну, не страшно. Это мы в цветочки водичку поставим. Они отойдут. Вот. А это сейчас приступим к пересадке. Хочу что объяснить. Смотрите, здесь грунт. Здесь обычная огородная земля. Это очень хорошо. Здесь не торф. Это очень важно. Почему? Потому что вот, не могу я полить, поэтому я сейчас буду пытаться ее вытянуть. Если не получается, можно даже горшок порезать. Но я буду сейчас ее... Нет, придется чуть-чуть водички, чтобы больше, чтобы получилось... Пока выключи. Так, не получается вытянуть. Я поэтому по краюшку, по краю проливаю буквально по чуть-чуть. Ничего страшного не будет. Она не забьет нам землю. Вот. Даже вот так вот получается вытянуть. Во, замечательно. По краешку, видите, даже сюда вода не попала. Здесь замечательное количество новых корешочков. Но вот что произойдет, если даже присыпали землю? Очень хорошо, молодцы. Но это мы делать будем больше. Итак, оставляю где-то сантиметров до 10, 7, 8, 10, ну вот в данном случае 2 веточки. Это корейская хризантема. Очень много сейчас многие покупают, размножают. Убираю, смотрю, землю. Земля очень хорошая, корешки хорошие. Корешки не нарушаю, ничего не обрезаю. Вот таким образом, видите. Теперь нужно для этой хризантемы, для этого горшка, я вот приготовила, вот видите, здесь было меньше. Это будет маточник у меня. А маточник потом еще высажу, и будет еще красивый куст. Поэтому беру горшок, вот у меня здесь где-то 4 литра. Это где-то около 2,5, тут около, нет, 3 нету. Вот здесь больше 3 литров, 3-4 литра. И на дно у меня есть вот такая хорошая штука. Сейчас этот материал везде и всюду есть. Как это называется? Полистирол. Его используют для того, чтобы где-то обмотать чего-то, какой-то товар, строительные. Вот. Буквально вот на дно измельчила и вот так уложила, потому что я буду поливать, мне же нужно будет, это маточное растение будет. Вот. Здесь у меня плодородная земля, очень важно. Да, любые цветы, вот если вы покупаете там торф, естественно, его тоже полностью убираете, но вы его сыпете сюда, для того, чтобы корни помнят вот эту энергию и эту землю. Я его сюда. Но это еще не все. Это у меня плодородная зерновая земля. Еще добавляю кокосовый субстрат. Он очень хорош в плане того, что делает структуру такую воздушную для корней. Корни хорошо дышат. И еще здесь есть питательные вещества. Здесь не все питательные вещества забраны. В кокосе есть очень много ценных питательных веществ, витамины. Вот. И я хорошенько перемешиваю вот эту всю землю. Это очень важно. Если просто, я уже пробовала, делала эксперименты, если просто взять суглинки, огородную землю, то получается, что мы не добьемся. Там будет несколько росточков. А когда вот такую землю хорошую, причем она у меня влажная, сегодня близнецы. То, что я всегда рассказываю, у многих погибают растения. Я вот в влажную землю выкладываю вот эту уже, вот. Выкладываю новый почвогрунт, так называемый. Видите, здесь есть часть земли, той, которая у нас пришла с этим цветочком. Вот я так делаю основание. Вот он такой красивый, большой. Так, значит, я увлеклась, когда говорила, и сильно много
насыпала. Корни большие, корням ничего не обрезаем. Корешочки все очень нужны. Они еще и будут сейчас нам наращивать вот эти побежки. И должны нарасти вот эту всю посуду, весь объем должен нарасти корней. А уже весной, когда уже придет время их вытягивать, я в феврале вытягиваю и заношу в теплицу, то тогда, мокрая земля, вот тогда уже получается, что корни готовы, и тогда много вот этих побежков появляется. Вот так вот. Можно даже еще и выше. Но главное, чтобы было побольше объема земли для того, чтобы корни образовались. А будет много корней, и будет очень много тогда всех этих маленьких побежков, которые мы будем размножать. Я сейчас возьму еще просто дерновой землей присыплю. Аккуратненько, здесь у меня росточки. Меня спрашивают, у меня есть плейлист на канале YouTube, и в плейлисте хризантемы, там все расписано. Много вещей. И вот это я в прошлом году показывала, как я мультифлору рассаживаю. Вот. Обязательно убираю землю старую и вот так пересаживаю. Насчет полива. Вот этой влаги, я думаю, что до Нового года хватит. Если будет жарко, тогда полью. Пока, вот смотрите, объем какой. И здесь влаги предостаточно. Корни будут нормально развиваться. Теперь следующий вопрос, который часто возникает. Где их держать? Я их не несу сейчас в подвал, ни в коем случае. У нас на юге еще тепло. Если есть возможность, кто-то в теплицу, там где холодно. У меня же пока тепло, на улице до морозов, вот они живут. Солнце дает возможность, вот корневая система, где-то вот кусочек есть, все равно какой-то фотосинтез идет. Но самое главное, сейчас идет корнеобразование. Если я в темноту помещу, и там влажность, естественно, оно может сгнить. Поэтому мы оставляем на улице, и только когда мы уже, когда уже полностью будет готова к зиме, то есть зима уже у нас запахнет зимой, тогда мы уже будем вот эти растения заносить в теплицу сначала, а затем уже хочу сказать, что растениям этим нужен отдых 2 месяца. Если у вас нет отапливаемой теплицы, нужно обязательно помнить, 2 месяца эти растения должны отдохнуть. Во время отдыха формируют корешки и готовятся к новому сезону. Ну что ж, мы сегодня посадили, у меня много новинок, в ноябре сейчас новые появились новинки. Мы сегодня посадили корейскую хризантему, вот эту белоснежную, которую я называю невестой. Далее будем высаживать все. Сегодня близнецы, влажная земля заранее подготовлена, поэтому высаживаем и спокойно, уверенно даем возможность маточным кустам уже теперь развиваться и готовиться к следующему сезону. Что ж, Раиса Гориченко, Александр Волик, прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. До новых встреч в новых видео.